Здравствуйте, меня зовут Зубко Вадим. Я инженер и практикующий мастер по строительству каминов. Сегодня мы рассмотрим установку топки с водяной рубашкой Жарко Aqua 750. Топка предназначена для закрытой системы отопления, то есть системы под высоким давлением, и подключается непосредственно эта топка в систему отопления дома напрямую, без теплообменника. В данном случае мы можем наблюдать распайку медных трубопроводов, а именно подачу и обратку. Система защиты от перегрева, а именно стоит взрывной клапан на 2,5 бара, клапан с термодатчиком для включения проточной воды через встроенный теплообменник в топке для охлаждения топки. Соединение трубопроводов теплообменника с канализацией выполнено также с меди. На каждом трубопроводе стоит воздухоотводчик для сброса воздуха из системы отопления. Также есть подача воды в встроенную емкость охлаждения топки. В системе встроен контролер, который регулирует всю систему. А сейчас мы наблюдаем на дисплее приток воздуха, который открыт на 100%, и топка нагрета до 47 градусов. Система несложная в обслуживании. Также на корпусе камина предусмотрен ревизионный люк для обслуживания и возможности перекрыть подачу воды при аварийной ситуации. Через ревизионный люк мы получаем доступ к кранам для перекрытия подачи воды в топку. На топке есть регулятор подачи воздуха на горение древесных газов, так называемый вторичный дождь. Также есть регулятор подачи воздуха с улицы в камеру сгорания и перекрытие дымохода, открытие или закрытие в случае неиспользования. В нижней части топки есть подача воздуха в зольник, но данная функция неэффективна в случае использования автоматической регулировки подачи воздуха с улицы контроллером. В топке есть приток воздуха с улицы на горение. Он регулируется электронным клапаном, который подключен к контроллеру. Топка показала себя хорошо. Площадь отопления в данном случае 400 метров квадратных, но при этом топка имеет всего 20 киловатт мощности. Ее основная функция была дублирование системы отопления газов и поддерживать в случае использования камина необходимую температуру. Ну и естественно, чтобы дрова не вылетали в трубу, а отопление было эффективным. Хочу заметить, что дом был достаточно энергонезависим и эффективно утеплен. Соответственно, теплопотери такого дома были незначительными, и мощности топки хватало для того, чтобы с лихвой перекрыть теплопотери дома. Подведу итог. Современные каминные топки с водяной рубашкой – это эффективная система отопления дома, и использовать его можно фактически в любом доме или помещении, а вариации возможных дизайнов позволяет расширить до бесконечности возможности красиво и качественно отопить свой дом.